день! Сегодня я покажу, как делать закваску стопроцентной влажности пшеничную. Для начала мне понадобится мед, обычный цветочный мед, цельнозерновая мука ржаная, цельнозерновая мука пшеничная и вода обычная из-под крана. Я беру весы и чистую емкость. Это может быть как стеклянная, так и пластиковая прозрачная банка. И смешиваю все ингредиенты. Меда мне понадобится 7 граммов. Дальше я добавляю воду. Ее нужно 70 миллилитров. И у меня уже взвешена мука пшеничная. Ее 35 граммов. И мука ржаная, ее тоже 35 граммов. Все ссыпаю в одну емкость. И дальше остается только перемешать. Перемешиваю до однородности. Можно делать это вилкой, можно ложкой. В принципе, удобно прямо в емкости, чтобы никуда не перекладывать. Все размешала до однородности. И дальше я оставляю вот эту заготовку в тепле. Найдите место, где у вас тепло. Нужно порядка 26-28 градусов. Если у вас 24-25, это тоже приемлемая температура. Температура 24-28, в принципе, приемлемая. Оставляем на сутки в тепле, закрыв крышкой и накрыв полотенцем. Через сутки посмотрим. Прошли сутки, я продолжаю делать стопроцентную закваску пшеничную, закваску стопроцентной влажности. Закваска простояла сутки. Смотрите, какая она уже стала. То есть у нее уже внутри появилась жизнь, появились пузыри. Сейчас мне понадобится 70 граммов вот этой закваски, 70 миллилитров чистой воды из-под крана и по 35 граммов муки пшеничной цельнозерновой и ржаной цельнозерновой. Обращаю внимание, напоминаю, что именно цельнозерновая мука у нас самая лучшая для выведения закваски, потому что дикие дрожжи, молочно-кислые бактерии, они находятся у нас на поверхности зерна, именно на тех отрубях, которые мы убираем, когда делаем белую муку. А цельнозерновая, она сохраняет эти отруби, и поэтому в ней богатая палитра как молочно-кислых бактерий, так и диких дрожжей. Что я делаю? Я беру исходную закваску, которая простояла у меня сутки. Беру весы. И мне сейчас нужно взвесить 70 граммов этой закваски. Собираю всю закваску в шарик. Ставлю на весы. 35. Все, 70. Излишки закваски по весу сейчас на этом этапе мы выбрасываем. Она нам не нужна. Добавляю 70 миллилитров чистой воды. 70. Ну, получилось 72, но это не важно. Перемешиваю аккуратненько. И сюда же добавляю всю муку. Ржаную и пшеничную. Цельнозерновую, напоминаю еще раз. Весы убирайте, на весах не смешивайте, иначе вы испортите свои весы. Смешиваем мы на поверхности до однородности. Все перемешали, спустили на дно. Забрасываем все остатки муки и оставляем на этот раз на 12 часов.
Оставляем при температуре от 24 до 28 градусов. Ищите такую температуру. Наилучшая температура 26-28. Допустимая температура 23, 25, 26. Вот в этих пределах у вас должна созревать закваска. Через положенное время она еще поднимется. Я покажу вам при следующем кормлении. Дальше будем кормить по часам. Следите. У нас прошло 12 часов. Закваска поднялась примерно в 2 раза. Она пористая. Сейчас покажу, как она выглядит. Я беру 70 граммов закваски, 70 граммов воды и по 35 граммов муки ржаной и пшеничной цельнозерновой. Все, я все перемешиваю. И вот эту смесь я оставлю еще на 12 часов, а потом сделаю еще 2 точно таких же кормления. Через 12 часов каждое. Перекладываю в банку, ставлю в теплое место 26-28 градусов на 12 часов. Добрый день, у нас предстоит очередное кормление закваски. За 12 часов она выросла примерно в 2 раза, чуть-чуть побольше. Она вот такая пористая, хорошая. И я сейчас ее кормлю, получается, 3-й раз. Еще надо будет покормить 2 раза через 12 часов. Сейчас и еще раз через 12 часов, то есть утром. Сейчас вечер. Схема та же самая. Чтобы запомнить, как это делается, это достаточно просто. Первый раз мы кормим через 24 часа, второй раз мы кормим через 12 часов, и потом еще через 12, 12, 12. То есть мы кормим через 24 один раз, и через 12 часов мы кормим 4 раза. Каждый раз берем 70 граммов закваски исходной, 70 граммов суммарно муки по 35 цельнозерновой, ржаной и пшеничной, и 70 граммов воды. Итак, берем закваску. Да, и напоминаю, что остаток закваски мы обязательно выбрасываем. Она пока непригодная, она у нас еще не вывелась, поэтому мы ее никуда не используем. Мы ее выбрасываем. Не надо жалеть, иначе, если вы куда-то ее попробуете использовать, может быть риск отравления, потому что сейчас пока еще идет борьба между молочно-кислыми и патогенными бактериями, поэтому остаток нещадно выбрасываем. Итак, я добавляю сюда воды. Вода у меня отмерена уже, как я уже сказала, здесь 70 граммов воды. Разбалтываем закваску. И сюда же добавляю муку. Мука, как и прежде, цельнозерновая ржаная и цельнозерновая пшеничная. Почему используем цельнозерновую, я уже говорила, могу повторить. Именно в цельнозерновой муке на оболочках зерна содержатся те самые молочно-кислые бактерии и дикие дрожжи, которые нам нужны для того, чтобы наша закваска начала работать. В муке белой они тоже есть, но и гораздо меньшее количество. Поэтому для белой муки мы, как правило, используем какие-то фруктовые стартеры, назовем их так. Фруктовые пюре, виноград, любые забродившие спелые сладкие фрукты. Здесь мы фруктов не используем. И нам достаточно тех молочно-кислых бактерий и грибков, которые живут у нас на поверхности зерна. Вернее, не живут, они там находятся, и мы их как раз оживляем и превращаем в закваску. Все, я смешала, оставляю еще на 12 часов. Оставляю еще на 12 часов, и через 12 часов у меня будет точно такое же 4-е кормление. Я думаю, что подробно описывать не буду. Процесс тот же самый через 12 часов.
Наступает новая стадия выведения закваски. Если на нее посмотреть, вот такая она хорошая, пористая. Смотрим на поверхность, она немножечко просела. Есть вот такие отверстия, то есть поры открылись наружу. Это значит, что она даже уже прошла стадию своего пика и начала оседать. Что сейчас нужно делать? Напоминаю, что мы выводим пшеничную закваску 100% влажности, а здесь у нас пшеничная и ржаная мука. Поэтому на этой стадии я буду перекармливать закваску на пшеничную муку, на 100% пшеничной. Можно перекармливать как на высший сорт муки. Я рекомендую муку бело-нежную. На ней гарантированно хороший результат получается. Не первый раз вывожу закваску. Можно выводить закваску, перекармливать на цельнозерновую муку, тоже получится очень хорошо, она очень питательная, и закваска получится очень живая и активная. Вот смотрим вовнутрь, хорошо она себя чувствует, хорошо растет. Но напоминаю, что все равно мы не сохраняем сейчас остаток закваски. Все остатки я буду выбрасывать, они мне не нужны. Я беру 70 граммов этой исходной закваски, которая у нас уже 3 дня выводится, нам еще осталось 2 дня. 70 граммов, лишнее убираем, оно нам не нужно. К 70 граммам закваски я уже традиционно добавляю 70 граммов воды, чистой, обычной холодной воды из-под крана. Ее не нужно согревать и не нужно очищать, никак фильтровать, просто самая обыкновенная вода из-под крана. Немножечко разбултыхали и добавляю муку. Я буду переводить на высший сорт муки. Вы смотрите, как хотите, делайте высший, либо первый, либо цельнозерновую. Любая пшеничная мука, которая вам нравится, пожалуйста, можете на нее переводить. Я буду делать на высшем. Для меня это более универсальный вариант. Все, 70 граммов муки. И мы активно размешиваем. Что у нас в итоге получается? За несколько кормлений мы постепенно заменим питание нашей закваски. Вот видно даже, как смешивается. Смешивается ржаная, пшеничная и высший сорт пшеничный. Мы постепенно подменим ей питание. Те молочно-кислые бактерии и дикие дрожжи, которые у нас уже здесь вывелись, они привыкнут к новой муке, начнут ей питаться, и мы стабильно получим хорошее качество закваски на той муке, которая нам нужна для дальнейшей выпечки. Я решила сделать свежую закваску на высшем сорте. Она у меня универсальная. В разные изделия идет, как в изделия из белой муки, так и в смешанные различные, с добавками. Новая закваска на высшем сорте муки. Все, я оставляю эту закваску кормиться на 12 часов. Таких освежений надо сделать 4. То есть вот это первый раз. И еще 3 таких же раза я буду перекармливать ее на высший сорт муки каждые 12 часов. В промежутках между кормлениями эти самые 12 часов наша закваска стоит в теплом месте. Напоминаю, что оптимальная температура 26-28 градусов. Ищите тепло. Минимально допустимая 24-23. Но ищите, где теплее. Я поставила прямо к батарее, но не прислоняясь к батарее, ну, прям близко к батарее. Накрыла полотенцем, чтобы ей было тепло, и она там хорошо себя чувствует. Все, накрываю крышкой, убираю в теплое место.
закваски. Вот так вот она выросла, вся пористая, красивая. Сейчас я сделаю все то же самое. Я возьму 70 граммов закваски, добавлю 70 граммов воды и 70 граммов муки высшего сорта пшеничной. И после этого можно будет на ней печь, ставить опары и выпекать любые хлеба. Ну вот, наконец, закваска выведена. Сейчас я вам покажу, какая она получилась. Все, на ней можно свободно печь. Сейчас решила даже не ставить штатив, просто показать вам результат. Можно ставить уже любое тесто. Если прямо сейчас, то закваску даже можно использовать прям сразу как опару и не разводить опару. Если мы ставим в холодильник, то потом делаем освежение по той же схеме, как уже делали. И делаем опару тоже по той же схеме, как уже делали, либо по рецепту, если у вас указано что-то другое. Все, закваска готова. Подписывайтесь на канал. Будем с вами печь еще что-нибудь интересное.